Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро расклад. Узнай будущее. К чему все идет? Прогноз Таро на 10 дней, на декаду, с 11 по 20 ноября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. При этом будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Когда мы смотрим общие прогнозы, каждый думает о чем-то своем. Может быть, на какую-то мысль вы сами себя наведете или какую-то тему вы обдумаете более беспристрастно, менее эмоционально, и это вам тоже поможет. Я на все это надеюсь. Итак, у нас сегодня две колоды Ленорман. И мы на Ленорман достанем 4 карты. Не будем предвосхищать события. 4 карты, и пусть нас карты проведут по тем событиям, которые они нам предложат или допускают, что могут произойти в эти 10 дней. После мы дополним картами Таро. Итак, чего же может касаться, какие дела в эти 10 дней для вас выйдут на первое место, или чему уделить внимание, с чем вы можете столкнуться. Как раз событийный ряд более изображен на картах Ленорман. Итак, первая карта. Вторая. Каковы события, каково будущее, как видят карты для львов с 11 по 20 ноября. И мы зададим вопросы Таро. Таро неожиданность. Достанем одну карту, с чем это может быть связано. И вторая карта, в чем ваша сила, и что вам помогает, что у вас получается, или в чем вы наиболее сильны, может быть, ряд вопросов каких-то решить. И по сферам жизни: дела, работа, бизнес, учеба, документы, энергию денег посмотрим, личная жизнь. Достанем еще одну карту, это как совет, но откроем ее в конце нашего расклада. Давайте будем смотреть, какие же события. Тучи, вот смотрите, может быть, на начало этих 10 дней, еще 10 где-то, 11, настроение само по себе, именно настроение. Тучи — это не есть что-то фундаментально такое надежное или то, что продолжается долго. Но есть, значит, какой-то момент, который вас, как деструктивный момент, или что-то вас разочаровывает. Может быть, мои дорогие львы и львицы, что-то идет попросту не в том совсем контексте, где вы или как вы это предполагали. И я хочу вас пригласить перейти на мой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. Там есть на ноябрь гороскоп планетарный. Там я подробно описываю транзиты и как планеты влияют на нас. Это так вот, объективно. И прочитав, может быть, вы с большей добротой и вниманием отнесетесь к самим себе. То есть, если мы говорим, накатило какие-то эмоции, это может быть обусловлено периодом. И ноябрь у нас не самый простой период, тем более Плутон у нас как раз вот в эти 10 дней будет оставлять Козерога на очень долгий период и переходить в Водолея. Но есть и желание, тут сила Марса в вашем знаке вас может побуждать к активности. И именно же хочется сделать что-то по-своему, так вот, по-своему точнее. Так вот, как раз карта тучи и говорит о том, что да, мы что-то предположили, мы, возможно, что-то просчитали, но Солнце мы не видим. Что-то у нас не получается именно теперь сделать в том контексте, как просит душа, мои дорогие львы и львицы. Но карта нам также говорит, это временно. Тучи уйдут, выглянет солнце, и какая-то ваша ситуация абсолютно точно прояснится. Давайте посмотрим, что же следом за тучами. Карта метла, значит, есть какие-то моменты, которые теперь уже для вас не имеют никакого значения. Может быть, кто-то застрял в прошлом, или когда вы получаете какое-то известие, а оно ложное, кстати, и это тоже вполне вероятно. С учетом этих двух карт, может быть, вам нужно просто перепроверять какую-то информацию.
Может быть, и вы в центре внимания весь ноябрь, мои дорогие, и, кстати, в декабре тоже. У вас вообще, если мы говорим про транзиты, о планетах, вы можете смело выруливать на обгон, но понятно, что это делать нужно несколько аккуратно. И вот как раз по метле, за счет того, что вы в центре внимания, а это всегда сопряжено с тем, что разные разговоры, или какие-то могут присутствовать советы, или когда вам могут завидовать, вот попросту. Поэтому могут люди нарочито искажать информацию, можете и вы где-то ошибаться именно из-за того, что вы же уже что-то просчитали, вы уже знаете наиболее правильный план или как это для вас сделать предпочтительно. Но, видимо, окружающие какие-то события, может быть, у кого-то обстоятельства не дают пока возможности полной самореализации. Но, видимо, этот период будет все же важен, потому что есть то, что малозначимо, есть то, чему не нужно уделять внимание. Может быть, это и касается людей. Это может быть, опять же, ваше настроение. После вот этого периода сомнений, может быть, и неудач, вам нужно избавиться от того, что попросту избавиться, от того, что не послужит вашему прогрессу. Иными словами, навести порядок. У кого-то эта карта будет говорить напрямую, вы дома наводите порядок, может быть, ремонт у кого-то есть, или вы избавляетесь от старых вещей, выбрасываете хлам. Хорошая, кстати, привычка, особенно в преддверии Нового года. И карта-книга прекрасная карта, когда мы что-то изучаем. Вы можете начать изучать, как и новое направление по части деятельности. Вы можете обращаться в какие-то высокие инстанции или для себя наметить новые возможности взаимодействия с кем-то. Но есть тот вопрос, который сам по себе нужно действительно изучить. И здесь нам не помогут какие-то размышления очень долгие, потому что они нас уведут совсем не в том направлении. А может быть, вот привести мысли в порядок в целом две карты предлагают, и ориентироваться на что-то совершенно другое, или на какую-то новую концепцию взаимодействия с людьми, или на некоторое обновление вашей деятельности. Может быть, кому-то необходимо выучить язык, то есть перейдем к конкретике. Для кого-то на кону вы хотите получить права, например, водительские. Тут ведь в нашей простой жизни это может выражаться в любом контексте. Для кого-то из вас необходимо изучение для того, чтобы больше заработать денег. Почему так говорю? Иногда в картах Ленорман, карта-книга как раз и свидетельствует о том, что мы допускаем какие-то альтернативные варианты как и развития событий, так и нашего участия в том или ином вопросе, но мы более осмотрительны. И детализируя, может быть, как мы будем поступать, но как-то по-новому. Мы себя более правильно адаптируем к той обстановке, которая у вас сложилась на данный момент. И где-то, ведь карты денег нет в колоде Ленорман, так вот, две карты, как письмо, так и книга, иногда могут говорить о том, что вы изучаете, где я могу больше заработать денег. Это как направление, опять же, учебы, направление в деятельности. Но есть что-то, что вас может очень заинтересовать. По аркану книга нам всегда нравится этим заниматься. И карта башня прекрасная, кстати, карта. Это не то значение, как в колоде Таро. Разрушение или опасность. Нет, это наша цитадель. Укрепляете вы свои позиции. Но, может быть, для того, чтобы укрепить их как раз. Или получить какую-то должность. Это тоже проигрывается по этой карте. Или больше контактов с людьми, которые наделены властью. Больше контактов вообще с другим социумом, который от вашего теперешнего состояния может быть на пару ступеней выше. Новые люди, новые лица. Себя нужно позиционировать тоже как будто по-другому. Есть еще прошлое, которое попросту над вами давлеет. Я бы сказала так. Вам нужно несколько перестроиться совершенно в другой формат. И вот эти две карты. Были те сомнения или были ваши мысли, что я буду продолжать в одном контексте, а здесь вам жизнь предоставляет какие-то новые возможности, мои дорогие.
А вы можете упереться буквально во что-то, как для вас более понятное. Тогда карта говорит, нет, ты рассмотри все варианты, потому что именно теперь даже не стоит на чем-то настаивать. Тут даже, ну пусть какая-то идея выглядит по-дурацки, мои дорогие, и ее рассмотреть тоже нужно или детально изучить. Тут своеобразный путь наверх у вас, но он идет в каком-то своем сценарии, в своем регламенте. И вам себя нужно действительно к этому адаптировать, потому что, по сути дела, башня – это тот итог, которым вы останетесь довольны. И в эти 10 дней вы уже можете прочувствовать вот эту уверенность, надежность. Хотя начинается, может быть, в районе 10-11, где-то еще вот эти тучи, сомнения, неуверенность. Или я не могу сообразить, вообще, стоит мне этим заниматься или нет. Или что человек конкретный задумал. Но, видимо, какой-то порядок в своей жизни вы наведете, это однозначно. Неожиданность, с чем это может быть связано? Да, эта карта сама по себе, колесница. Сплошные неожиданности. Вы на пороге перемен. И все то, что я сказала по Ленорман, эта карта Таро подкрепляет, потому что это счастливые, мои дорогие, перемены. По аркану колесницы, да, это более мужские энергии, и, мои дорогие девочки, львицы, значит, нужно быть просто более рациональной. Нас эмоции иногда, ну, так обволакивают и не дают реально увидеть какую-то картину. Картину мира, может быть, для вас это, если вы так масштабно мыслите. Или пусть это вопрос касается личной жизни или вашего дома, кстати, тоже. А мужчины, они более рациональны. Они быстрее от всяческих эмоций отказываются. Тут важно чего-то не упустить. Ведь эта карта ведет к успеху. И мы можем думать, нет, вот должно быть так, как я задумал или задумала. А эта карта будет тогда для всех абсолютно говорить, провожай прошлое и встречай все новое, что приходит на твой порог. Это может быть связано как и с людьми, как и с обстановкой, мои дорогие. Мир сам по себе в ноябре перестраивается. И пусть это не те перемены, которые задумали вы, но перемены в жизни ключевых партнеров, перемены в жизни близких людей, перемены в мире глобально, они все равно воздействуют на нас, и мы должны себя как-то организовать по-новому, не оглядываясь назад, потому что колесница вот-вот, она помчится вперед, и прошлое не будет иметь какого-то глобального значения. В чем же ваша сила, мои дорогие? Вот ваша сила, чтобы избавиться от какой-то апатии, увидеть вот эту чашу, которую вам предлагают. Или, обратите внимание, наша девушка, которая показана на карте, она куда-то уставилась в одну сторону. И есть такое значение смотреть в одном направлении. Так вот, вы куда-то не туда смотрите. Вы не можете увидеть каких-то возможностей, потому что какой-то шаблон и стереотип над вами может давлеть. Будьте легки на подъем, в этом будет ваша сила. Будьте легки к восприятию какой-то альтернативной информации. Опять же, пусть она выглядит поначалу нелепой. Не отказаться от чего-то или увидеть возможность даже там, где ее не видят другие. В этом будет ваша сила. Правда, шаблоны над нами давлеют очень крепко. Поэтому именно они часто мешают начать какое-то дело или сделать первый шаг, или себя сориентировать на что-то новое. Но вот в другом направлении вам нужно смотреть, и в этом ваша сила, от чего-то не отказаться. Так, это у нас совет. Дела, работа, бизнес, мои дорогие, опять нам про изучение, или у кого-то буквально учеба. Я могу допустить, это могут быть и курсы. Мы сдаем экзамен по тройке пентаклей, и нам показаны трое, которые сплетают светофор. Последние штрихи, и он будет готов. Зеленый свет. Поэтому для вас новые возможности. И опять же, все то, что я до этого времени сказала, карта подтверждает. И это касается любых ваших начинаний, вашего творчества. На работе тоже могут быть перемены. К примеру, это могут быть перемены в графике вашей работы. Для кого-то из вас сама по себе работа. К примеру, был офис, а теперь переезды или какие-то командировки. Либо наоборот.
Или раньше вы ходили в офис, а теперь вы хотите работать на дому. Может быть, направление вы изучаете, дополнительные, как знания, опять же, приобретаете, адаптируете себя к какой-то обстановке. Кто-то сдает банальный экзамен, и тогда вы его, скорее всего, сдадите. Хотя, если надеяться на авось, помним, да, мы можем где-то застрять на какой-то момент. Поэтому, чем быстрее мы откажемся от прежних, ну, в очередной раз скажу стереотипов, правильное слово просто, тем будет быстрее какой-то ваш прогресс. Или если мы про экзамен, даже если вы прежде его не сдали, завалили, и так бывает, значит, вы его сдадите со второго раза. Значит, что-то у вас все равно получится осуществить. Но это еще у нас и жизненный бывает экзамен. И поэтому для кого-то глобально путь наверх. А путь наверх мы всегда прокладываем с новой тропы или с какими-то новыми возможностями. Мы не можем использовать старое для того, чтобы подняться высоко. Мы не можем повторять, делать в том же контексте, как и прежде, какую-то работу или себя, опять же, не ассоциируя с теми обстоятельствами жизни, которые сложились на данный момент. Потому что если мы действуем как прежде, ну так мы и получим такой же результат. Нет, здесь нужно внести какие-то изменения. И те изменения, может быть, помимо вашей воли, которые, как я сказала, либо на работе происходят, может быть, у кого-то руководитель меняется, или ваши партнеры изменились, у них что-то меняется, это все равно будет воздействовать на вас, чтобы вы внесли коррективы в свою жизнь, сдали, иными словами, экзамен, потому что за этим следует будущее. Финансы, мои дорогие. Еще нам показывают уже конкретно, для тех, кто не верит, карта Иерофант и лестница. Мы говорили, путь наверх. Правда, по этой карте у нас, кстати, Иерофант нищий не бывает, поэтому нам говорят, деньги есть, деньги будут. Но карта Иерофант не о тратах. Здесь может быть у вас, кстати, заключение важных договоров, может быть по части финансов. У кого-то могут быть взаимодействия с банками, у кого-то могут быть и получение кредита, но тогда вы должны все просчитать. На авось надеяться нельзя ни в коем случае. По этой карте могут быть и взаимодействия, к примеру, в семье. Когда вы чувствуете себя через поддержку партнера, ну так более основательно, надежно. Это внутренний какой-то стержень, он словно укрепляется. Опять же, Иерофант – это учитель, вы можете что-то изучать. Может быть, есть какое-то направление, которое просто вас заинтересовало. Для кого-то из вас, чтобы получить более высокую должность, нужны будут попросту знания, умения, какие-то навыки, скиллы. И вы тоже можете в каком-то контексте, ракурсе переключить свое внимание именно на изучение. Может быть, даже продолжая оставаться в той же должности, но видя для себя вот эту самую перспективу. К вам могут обращаться, мои дорогие львы и львицы, для того, чтобы вы кого-то обучили. Потому что вы умеете делать что-то очень хорошо и правильно, а для кого-то это конкретно получение новой должности. И я могу сказать, даже если вы ничего не планировали по части самореализации, как будто карты вас все абсолютно переключают на новое направление. Путь наверх. Да, для нас придется освоить этот путь, шаг за шагом. Может быть, сделав шаг на первую ступень, нужно будет остановиться, оглянуться, проанализировать, прежде чем мы пойдем дальше. Вот неспешность какая-то, размеренность этих 10 дней, она присутствует. Но иногда как контракты проходят. Кстати, это может быть период ноября, когда мы пересмотрим либо контракты, соглашения, у кого-то брачные договоры, у кого-то вопросы личной жизни тоже могут проиграться в контексте денег, может быть и возвращение старых прежних партнеров. Вы даже этого не хотите, но человек возвращается. Но может быть необходимо какие-то важные разговоры вам осуществить.
проговорить некоторые темы. И даже я допускаю, если прежняя история была не со знаком плюс, и вы действительно расстались или даже развелись, хотя иногда иерофант говорит не только, к примеру, вот этих процедурах, как бракосочетание, венчание, это может быть и развод, который уже состоялся или вот-вот состоится, но есть темы, которые нужно словно проговорить, прояснить, внести какую-то конкретику и ясность, чтобы, может быть, в узкой какой-то концепции, если придется продолжать вам контакты, то тогда не было какого-то деструктивного момента, когда вы определяете, да, вот, к примеру, остались дети, вопросы нерешенные по части финансов или по части жилья, но, значит, нужно словно обозначить свои границы, свою территорию, это будет очень важно, две карты это, об этом где-то тоже говорят, чтобы потом вас никто не затянул на какие-то эмоции неприятные или, к примеру, может быть, изучить вопрос по части юридических знаний, как работает в отношении меня какой-то закон, чтобы потом не приходилось выметать ссор, буквально из своей жизни или из своей избы. Вот будьте внимательны, здесь вы еще себя как будто сохраняете. Лучше узнать дополнительно какую-то информацию, чем думать, что и я уверен. Вот нет, тут уверенным быть ни в чем нельзя. Да и наперед как будто тоже, потому что мы сказали, колесница помчится вперед. Поэтому все, что вам добавляет уверенности, стабильности, это будет для вас со знаком плюс. Сказать, что вы тратите деньги на этой неделе, хоть они и будут, я не могу. Личная жизнь. Обновление. У кого-то, может быть, это касается, опять же, прежней истории, все то, что я сказала, отношения, вы провели важные разговоры, искренне, откровенно что-то проговорили, и теперь вы, никаких эмоций не остается, вы можете говорить друг с другом или решать какие-то вопросы более так, эмоционально, как бы с нуля. Я могу такое допустить, а у кого-то это могут быть новые контакты, новая совершенно история любви. Нам не говорят в этой карте о любви, но то, что вы смотрите совершенно в другом направлении, это как жизнь у вас с чистого листа. Нам, по сути дела, весь расклад об этом говорит. Может быть, это и обновление, знаете, как вашего направления, мои дорогие. Ведь у кого-то все эти карты будут означать переезд. Колесница иногда говорит и об этом. Это неожиданный какой-то переезд. Или какое-то неожиданное предложение, может быть, по части работы. И язык нужно изучить, и адаптировать себя нужно. И одновременно изучить, может быть, что в той местности, куда я собираюсь отправиться. Может быть, и необходимость такая назрела. Здесь у каждого по-своему. У вас много старших арканов, уже 3 из 5. И карта сдачи экзамена, когда сами по себе перемены у вас и происходят. Какие-то очень значимые или знаковые для вас. И повторюсь, пусть это не вы инициировали. Меня смотрит большое количество людей и в разном возрасте. Значит, мои дорогие, есть те изменения, которые происходят в жизни, может быть, ваших близких или с кем вы контактируете. Вы что-то не можете оставить без внимания, потому что ваша жизнь, она тоже будет меняться. Давайте мы посмотрим карту совет. Все то, что мы сказали с вами. И если мы говорили подняться на одну ступень, осмотреться, а следом еще одна. А туз Пентаклей – это зерно наших будущих побед. И изображен Пентакль как действительно зернышко и тоненькие корешки, маленькие еще пока росточки какого-то прекрасного будущего. Вот как по аркану колесницы, ведь это карта успеха. Но не в эти 10 дней. Любой старший аркан проигрывается минимум недели 3. Это минимум, а то и дольше. Наверное, только высшие силы знают, каков этот срок. Но все равно это путь наверх. Нам об этом сказали уже не раз. По тузу Пентаклей может быть сама по себе какая-то новость, которую вы не можете проигнорировать. Информация, которую тоже вы не можете проигнорировать. Как-то вы себя в этом деле, в вопросе, в этой теме, или то, что вы услышите, узнаете, себя должны либо позиционировать как-то по-новому, либо увидеть свои перспективы. Но есть рациональное зерно на будущее. Иногда эта карта
говорит о возможностях, каком-то шансе, о поддержке высших сил. Это то, что для вас имеет очень важное значение, и это будет важно не пропустить. Поэтому не смотреть в каком-то одном прежнем направлении, потому что как будто судьба нам буквально сокровища предлагает. И это может быть в виде сокровищ, как ваша идея, как какой-то инсайт, что да, я действовала или действовала прежде каким-то одним образом, а теперь нет. Какой-то гештальт я закрываю полностью. Я сама себя или сам себя перестраиваю на какой-то совершенно новый вариант жизни или взаимодействия с людьми, или на переезд, может быть, куда-то далеко, где вам придется действовать совершенно по-другому. Или вы будете работать сами на себя. У кого-то именно первые какие-то шаги по части вашего личного дела, бизнеса, творчества, которые требуют еще пока некоторой коррекции, изучения. Но тогда, мои дорогие, оно того стоит. Вы получите какой-то шикарный эффект, хоть и вам придется пройти какой-то не совсем короткий путь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.